Всем привет, друзья! С вами я, Юлия Подталова. Сегодня у нас пятница. В Турции, здесь, в городе Селивке, по пятницам у нас рынок. И вот думаю, сижу. Пойти сейчас с вами на рынок прогуляться, да и по магазинам. Или все-таки посидеть дома и поболтать с вами. Сделала себе сок апельсиново-гранатовый. Вот. Точнее, уже второй стакан пью. До этого сделала 1 апельсин, 1 гранат. Теперь решила 2 граната, 1 апельсин. Вот, старшего сына проводила только что в школу. Ему тоже стакан сока сделала. Ну, то есть мы покушали. Еще даже тарелку не убрала. Вот, сейчас попробуем, как вкуснее. Да, вот апельсиновый сок сам по себе, просто вот только апельсин. Он очень кисловатый. Поэтому сейчас гранаты очень дешевые, по 30 лир. Вот здесь в Турции это уже дешево считается. И вот как раз хотела на эту тему поговорить с вами. Я даже тарелку еще не убрала, приготовила говядину, кстати, которую вчера купила. Вот, наверное, максимум, да, я его немного поджарила, добавила овощей, картошечки, наверное, максимум 40 минут. Потомила, очень вкусная, прям вот, я не знаю, я действительно, сколько в Турции не могла найти говядину вот такую вкусную, как у нас. У себя мы обычно покупали всегда где-то в районе, вот из деревни, вот привезли только свежее. И тут я нашла вот этого мясника, который сам вот именно баранину, да, растит, получается. И свой скот, получается. И действительно вкусная, очень мягкая, очень вкусная. Я показываю во всех своих роликах, кто здесь из Селивки смотрит, можете к нему ходить. Что хочу сказать по поводу цен. Часто люди думают, начинают сравнивать, писать с разных других стран, что вот у нас вот тоже такие же цены, вот вы пишете дорого, вот у нас, допустим, дороже, нет, у нас дешевле, вот это все. Я пишу почему я вообще говорю, да, что Турция становится, в Турции становится дорого, вот эти вот в плане именно в самой Турции, если не сравнивать с другими странами, да. Раньше, вот 2-3 года назад, когда мы только приехали, цены были, это просто идеальные, понимаете? И я, исходя из этого, из своего опыта говорю, что цены сейчас просто космические, которые, вот если сравнивать с теми ценами, которые были. Например, мясо стоило так же, как у нас в Татарстане. Сейчас мясо стоит, если я ему примерно, вот вчера как раз говорила, у нас, говорю, лир 200 мясо стоит, в лирах примерно. Здесь 600, то есть здесь в 3 раза дороже мясо стоит, да. Когда мы приезжали только, вот такие же цены были, то есть лир 200, 160, вот такие цены были. Там немножко лира была, конечно, повыше, 4 с чем-то была. 160, 150, помню, покупали. Вот в Газипаше у себя, в Алании немного подороже была цена, а мы вот в Газипаше жили, кстати, кто на канале впервые, переходите на канал, можете посмотреть старые ролики. Мы переехали из Газипаши в город Селивке, у меня тут сейчас муж работает на станции, и здесь мы уже находимся год. Вот. Что хочу сказать. Вот поэтому, я говорю, космические цены. Если сравнивать, допустим, с другими странами, да, плюс-минус, где-то что-то дороже, где-то что-то дешевле, примерно так же. Если раньше, вот даже вот комментарий был, да, мужчина писал, если раньше, говорит, мы все из Турции привозили, было все дешево, сейчас, говорит, даже и привозить-то нечего, то есть пустые едем, да, из Турции в Россию. Но это как посмотреть, чего тебе в России не хватает, ты можешь, в принципе, отсюда привезти. Пусть даже цена будет одинаковая, что-то, если здесь там, допустим, тебе понравилось, ты можешь здесь купить. Но так, чтобы как раньше, да, возить там сумками, это по поводу одежды сейчас не касается, одежда еще дешевая. Я имею в виду какие-то там сладости, продукты, здесь примерно цена сейчас сравнялась, как и у нас. Раньше было дешево, действительно так. Вот, но я не говорю, что здесь дороже, чем там, допустим, нет. Только вот мясо. И, наверное, бытовая техника. Рыба, кстати, дешевле, да, вот вы видели, мне икру даже подарили. Икра очень-очень выгодно. Вот, кстати, что провести. У меня вот как раз-таки знакомая, да, подруга едет в Россию и забирает с собой икру. А что, не подарок? Она здесь дешевая. И тем более, даже если ты покупаешь рыбу, если она
есть в рыбе икра, ее дают просто даром. То есть, конечно же, везде есть плюсы свои, везде есть минусы. И вот хотела это я, конечно, рассказать. Ну и, наверное, все-таки скучновато дома, да. У нас здесь погода сейчас такая, постоянно стоит дожди, но вот такой вот ближе к обеду, как будто бы погода сама дает такую возможность, иди прогуляйся. То есть сейчас вот погода устаканилась, ну, то есть вот сегодня, да, ближе к обеду дождь закончился. Сейчас можно спокойно идти и на рынок, и по магазинчикам хочу пройтись еще раз, что-то, типа, что-то себе, не знаю, вот вечернее хочется. Все, не могу же купить, не могу платье себе найти. Скоро, кстати, сегодня последний день каникулы начинаются у детей. Сегодня последний день старший, это в школах. Старший пошел в школу, и он учится, кстати, в 10 классе в русской аккредитованной школе. Здесь то, что есть станция, да, работают русскоговорящие, для них есть школа. Вот, частная московская школа имени Пушкина, которая, кстати, очень нам нравится. Учителя очень хорошие, значительно выше уровень, вот, ну, в Татарстане, если, допустим, нас сравнивать, да, хорошие школы, тоже хорошие, тоже очень все прям, ну, все идеально, все, но все-таки вот обучение здесь немножко посильнее идет. Потому что, ну, у меня как бы и сын старательный, он любит учиться, любознательный, ему нравится общение, то есть он такой, поэтому как бы, возможно, еще плюсик такой. Он вот, получается, ОГЭ сдал, да, все пятерки, 1 четверка только, то есть, ну, как бы он хорошо учится, и он вот, зная это все, он говорит, что немножко здесь, говорит, посильнее, там, говорит, послабее учеба, ну, то есть обучение. Вот там, говорит, могут тебя вытянуть, здесь, говорит, надо самому стараться. То есть, ну, вот так вот, короче. И вот мы собираемся с ним поехать на каникулах в Мерсин, по магазинчикам пройтись. Наконец-то я проведу со своим любимым старшим сыном время. Вот, он, правда, не любит сниматься, поэтому его на моем канале вообще не видно. Вот, и не знаю, получится ли мне заснять, но, скорее всего, мы с ним разойдемся, он по своим магазинам, я по своим магазинчикам, и я, возможно, вам что-то поснимаю. Вот, сегодня, если получится, может быть, тоже в магазинчик зайду, и, наверное, сейчас съездим на рынок все-таки. Но до этого мне еще нужно денежку снять. Так что вот такие вот дела, впереди выходные, за эти выходные нужно успеть купить все к Новому году, потому что у меня муж работает и 31 числа тоже. Ну, там, скорее всего, короткий день, и 1 числа один день выходной. Один день, друзья. Да, здесь в Турции все по турецкому законодательству. И выходные здесь тоже. Зато здесь мы отдыхаем на Курбан-байрам и на Ураза-байрам, получается, что ли, как он называется здесь. Ну, наверное, так же, как и у нас, в принципе, в Татарстане, да, праздники, но на эти праздники здесь обязательно выходные. Вот. Планов, конечно, на те праздники такие грандиозные. Хотим много куда съездить. Вот. Не буду забегать вперед. Пока вот как бы Новый год. Новый год планируем дома. Я считаю, что это семейный праздник. Будем в теплом семейном кругу, чисто с детьми. Накрою такой небольшой стол. Только самое вкусное, по желанию, что хотят. Да, икра у меня уже есть, красная рыба есть. Вот единственное, я здесь, ну, не хочу покупать селедку, потому что ее привозят, да. Я вообще не люблю, когда продукт долго лежит. Его, ну, он уже все, как бы, он не то что полезен, да, он уже вреден для здоровья, поэтому я, наверное, не буду селедку под шубой делать, буду лосось под шубой делать. Вот, потом скажу, если не забуду, как получилось. В общем, в тихом кругу, таком, в теплом, в такой атмосфере семейной будем проводить, никуда по гостям не будем ходить. В прошлый раз мы ходили, я даже засняла, как это было. Хочется дома, хочется так спокойненько, по желанию, когда захотел, сел за стол, когда захотел, пошел спать, лег. Ну, вот так вот. Смотреть будем, наверное, фильмы всякие там новогодние. В общем, вот так вот и проведем время. Вот. Но, я думаю, уже наболтала 10 минут. Вам уже скучно становится, так что
Погнали. Вот такие улочки после дождя, друзья. И холодно. Вот я в куртке. Прям чувствую, что сегодня холодно. Бывает иногда дождь и тепло на улице, теплый воздух. Сегодня прям ветерок такой холодненький. Вообще я начала замечать, что здесь вот ближе к горам холодно жить. Когда в Газипаше жили раньше, там немножко теплее был климат. Вот, когда ветер с гор дует, прям ощущается. И ближе к морю, когда спускаешься, там теплее. И муж говорит так, потому что они работают на море, рядом с морем. Вот этот вот велосипед продается, сказали. Сейчас меня остановили. Ne kadar? 13 тысяч лир. Вот такой. Evet. Şubat'ta biri. Года нету, говорит. Fatura var. Фатура есть, говорит, документы есть. Снимаю, еду, и меня останавливают. Говорят, продается велосипед, электровелосипед, 13 тысяч лир. Мы, говорит, купили на продажу. Вот. Года, говорит, нету. Типа, кому надо, говорит. В общем, показала вам. Решила быстренько забежать в Вайкики. Нужны подарочки на Новый год. Короче, иду деньги снимать. Набрала в Вайкики подарков всем. А вот не буду показывать, потому что, ну, видео могут увидеть. Вот, а подарки я буду дарить только на Новый год. Ну, это так, чисто символически. Все, что было необходимо. Сейчас я иду за наличкой, потом поедем на рынок. Погодка сейчас нормальная, вообще пешком ходить нормально. Ну а если на велосипеде, то, конечно, да, ветрено. Вот, а так даже вот прям тепло. В курточке хорошо. Дошла до банкоматов, сейчас денежку сниму. Поехали на рынок, друзья. Сейчас вот стояла у банкомата, и мужчина такой в возрасте уже лет 60-70, ну, старичок, турок, уступил мне. Иди, говорит, какие вот приятные люди бывают, неважно какой национальности, откуда. Вот просто приятные люди, которые говорят, ты, говорит, женщина, я, говорит, тебе уступаю. И вот еду я сейчас на рынок. И даже не знаю, что мне надо купить. Сейчас пока шла, думала, я же собираюсь сделать лосось под шубой. Значит, мне нужна свекла. Так, ну что, я на рынке. Ну, давайте сходу. Смотрите, апельсины 25, огурцы 35, помидоры 30, перец красный болгарский 80. Слива есть по 50, груша по 50, яблочки по 40, картошечка 13. Свекла не везде есть, поэтому ищу. Смотрите, какие вкусные. Большие, по 70 лир. Вроде Новый год, а даже не знаю, что купить. Апельсинки, мандаринки можно взять. Ну, как символ Нового года. Ну и зелень для салатов. Грибочки по 150. Так, вот это вот точно не свекла. Типа, что это, репа, что ли? Свекла, помню, была где-то вот там. Да, я сейчас направляюсь. Где-то здесь. Интересно, они тоже так, получается, редко свеклу кушают, потому что ее очень мало тут на рынке. Морковка 30, по 25 есть. В принципе, в лавке 35 было, брала я. Ну, там немножко подороже. Чуток. Вот
Знаете, от брокколи я уже устала. Цветную капусту мы не едим. Брокколи у меня, конечно, дочка любит, но что-то прям в последнее время не просит. Подустали, короче. Где-то здесь брала. Да, вот она, свекла. А вот за этой свеклой я и пришла. 35 лир стоит. Купила, короче, крупные 4 примерно штуки, что ли. На 60 лир получилось. Так, смотрите, красный перец 120 лир. Мы возле дома, там у нас есть тоже магазинчик, вообще купили за 100 лир. Я еще говорю, я говорю, куплю на базаре, 100 лир дорого, давайте не будем покупать. Хорошо, что взяли. Смотрите, вот эти вот грибочки, как называются по-турецки? Муж говорит, это вешенки. Ну, как бы, понятное дело, может быть, у нас это вешенки. А как по-турецки разговаривать, говорю, как говорить по-турецки их? В общем, пока занят. Если я еще где-то увижу, я спрошу. Кто знает, пишите в комментариях. Что еще купить? Ой, что это такое? Оливки, я думаю, голубика, что ли. Нет, это не голубика. Чесночок мне на прошлой неделе купили. Бананы можно взять, мандаринки можно взять. Я не хочу много покупать, чтобы не было тяжело потом ехать домой. Вот. А то как ненормально я покупаю, набираю. В итоге все равно сейчас выходные впереди. И с мужем мы пойдем и купим то, что надо. Ага, здесь вот тоже свекла вижу. Есть. Цена не указана. Ну, в общем, по 35 я купила. Вот. Не знаю, что даже купить. Вот это что интересно такое. А буне? Буне? Пакет-то мне не нужен. Я просто хочу спросить, сколько что это. Cennet hurması. Cennet hurması. Anladım. Yiyebilirsin. Yok, teşekkürler. Tamam. Короче, по 35 лир. Говорит, короче, молодая хурма. Вот. Они иногда так посмотришь, продают даже неспелые вещи. И как будто бы им это нравится. Как будто они, как бы это нормально. Они это кушают. Вот здесь красивые фрукты. Смотрите, какие большие, крупные. Яблочки есть. Киви мы купили, авокадо купили, помидоры есть, огурцы купили. Все купили. Не знаю, что хожу. Вот мандаринки не взяли. Каждый раз, короче, после работы мы идем с мужем в лавку напротив. Это магазин, там 24 часа все продают. Еще и овощи продают, и фрукты. Все такое нормальное. Вот. И там мы покупаем. Что-то там дороже, что-то здесь дороже. В принципе. Здесь выбор большой, конечно. Рынок, кстати, тянется еще и туда. Но сегодня дождливо, поэтому, скорее всего, не сильно он сегодня протяженный. У кого есть навес, те сидят на улице. У кого нету, не сидят. Не знаю, что купить. Землянику купила бы на стол, наверное. Но ее не видать. Может быть, у кого-то есть. Она, наверное, дорогая уже. Последний раз покупала где-то, наверное, недели 2-3 назад. Вроде покупала я. Да. На день рождения старшего сына покупала в ноябре. Это было в ноябре. Ну да, вот, получается. Месяц назад, значит. Вот. Мед я здесь покупаю, кстати, всегда. Но пока у нас есть мед, нужны мандаринки. Сейчас я здесь какие-нибудь такие мандаринки найду. Здесь, кстати, в основном многие из своего бахча привозят все, поэтому здесь можно встретить все натуральное, вкусное. Сейчас что-то красивое. Хочется красивые мандаринки купить, но что-то я не вижу. Все уже как будто бы собираются. Мандаринок не видать. Пошла обратно. Вот так вот и ходим. Ну, если честно, вот на турецком базаре, если брать
все сезоны. Больше всего мне нравится черешня. Наверное, персики, нектарины. Вот, что еще? Земляничка. Сейчас я, конечно, не вспомню, но вот такие, короче, всякие вот. А сейчас, чтобы я такое любила, ну, наверное, вот сок, для сока гранат, апельсины можно взять. А так особо прям арбуз я люблю, дыню люблю. Вот, мандаринки здесь можно выбрать по 25 лир. Наверное, сейчас выбираю. Что-то они какие-то старенькие и не очень. Пошла дальше. Короче, вот так вот такие дела. А это что? Это что? Интересно такое. Меленгич. Кахве кибиме? Кахве кибиме? Tamam. Как кофе. Tamam. Anladım. Как кофе, говорит. Вот, но... Короче, хожу, только время теряю. Наверное, поеду домой. А у нас, друзья, настал новый день. Сегодня суббота. И ходим мы с мужем по магазинам, как всегда, на великах. Вот, ищем, пока начинаем наши покупки с игрушек. Ищем игрушки для детей. Вот, не только для своих детей, еще с работы мужа такая, как благотворительность идет. Они вытягивают бумажечки и дарят детям, которые попали в трудную ситуацию, ну вот, а именно после землетрясения для таких детей, да. И у нас, короче, выпал подарок Барби Бебек. В общем, ищем игрушки. А еще, пользуясь случаем, мы ищем вафельницу мне на Новый год. Мне муж обещал подарить вафельницу, да? Вот, сегодня везде нету света во всем городе, и везде вот генераторы шумят. В некоторых магазинах есть генераторы, в некоторых нету. Короче, заходим, в некоторых магазинах вот электричество есть, значит, работает генератор. Короче, в Турции вот так вот. Так, но это не вафельница, это тостер, как они говорят. Тост макинесы. Сейчас спросим по поводу вафельницы. Народу много, шумно. Вот. Короче, так. А мы когда искали, мы за сколько покупали? Где-то 10 тысяч. 10 тысяч лир выходил комплект. Да, сейчас вот комплект выходит кухонный такой. Духовка, газовая панель и вытяжка где-то 42 тысячи лир. А у нас даже этот же, бошевская, не Бека. Бека был еще такой самый дешевый. В общем, нету свободных людей, кто бы нас проконсультировался, едем дальше. Вот так и работает генератор. Ну а мы заходим в магазин игрушек. В общем, дети у нас попросили машины на пункте управления. Вот мы и ищем. Смотрите, развивашки всякие есть. Например, 290 лир. А вот 850 лир, но без пульта. Короче, сколько? 335 лир, 430, 500. Короче, вот такие вот цены. Вот. Ну, а нам на пульте управления надо роботы. Нет, не роботы, как они эти. Герои всякие. Короче, Алмаз попросил нас машину такую. Я Залия тоже такую же захотела. Давай спросим тогда. Нет, а здесь тоже есть. Вот эти тоже, по сути, по 2600. Мы пошли на второй этаж. Еще нам сказали, что есть на втором этаже. О, здесь прям целая стена этих машинок. О, смотри, какой крутой. Sizin indirim var mı daha? Здесь скидок нету, получается. Цены окончательные. 475 лир. Вот это неплохая машинка. 600 лир, да? Колесики такие, да. Хотя нет. 2000, конечно, стоит. 600 лир. 2800. Короче, много всяких тут. О, а это что, дроны? Ничего себе. 2700.
О, прикольно. Но небольшие какие-то. Сейчас же дроны совсем маленькие бывают. Ну вот, наверное, тоже 200 2700? лир, да. Дрон стоит 2700? Ну да, они недорогие. Вот есть вообще за 200. Что ж дрон? У него есть такой показатель грузоподъемности. Так, зашли в магазин еще один. Такие вот игрушечки есть. По 3600. 1000. Сколько стоит? 1200. 1200. Короче, подарок. Входит один подарок на 1000 лир. Получается. Эти дороже. Это где-то около 3000 выходит. Ну, здесь пипец. Целый этот. Дополнительные всякие принадлежности. Куда идем с пятачком большой свет. Мы зашли опять в Икею. Сейчас здесь посмотрим для подарков. И, наверное, мы поедем обратно за теми игрушками, которые мы видели во втором магазине. Там нам больше понравилось по качеству. В общем, вот такие дела. Смотрю, все русскоговорящие ищут то же самое. Все ищут Барби, кто-то ищет машину на пульте управления. Короче, у всех детей запросы одинаковые. Что наши дети, что дети из Турции. Все хотят либо машину, либо Барби. Либо машину на пульте. Да. Так, ну что, мы купили от себя лично вот такой вот подарок ребенку, который, ну как благотворительность. В общем, 900 лир стоит Барби набор. И своим деткам мы взяли за 1900, ну тут по 950 вместе с пакетами, то есть нам еще упаковали. Своим взяли машинки на пульте. Получилось 1900. В общем, на игрушки потратились 2800 лир. Так, и решили перекусить. Зашли в кафешечку, по ценам смотрите. Здесь не сильно видно, конечно, по 280 лир. 250 Адана кебаб. Кушбаша 280, таукшиш 230. Короче, цены примерно 200 с чем-то. Ну, здесь так вкусно пахнет, прям хочется, короче, здесь покушать. Сидят. Русскоговорящие, прям слышно. Значит, здесь вкусно. Ну, а мы продолжим наши покупки. Поедем куда? За люстрой. Люстру хотим купить еще в зал, потому что у нас ее нет. Пардон. Pardon. Daha çay götürebilirsin? Ne? Çay. Çay. Еще посмотрим, что будем покупать сегодня. В общем, будем вместе гулять. Вот тебе. Принесли салатов куча. А это что? Солон. Это что, вареный? А это свежий. Перец, лимон, оливки. Вот эту вкусняшку я люблю очень. Выливаем соевым соусом. Каким соевым? Ой, гранатовым. А это что? Это вроде оливковое масло. Короче, сейчас будем есть. Принесли чай. Хороший в стакане. Да, вот это вот прям стакан, так стакан более-менее. А то это маленький приносит и... Не напиваешься. Но здесь обязательно еще водичку дают. Принесли, что это? Искандер кебаб. Искандер кебаб. Это йогурт, мясо и рис. Короче, И вам лепешка. нравится. Лепешку И здесь. лепешка. И мне принесли люляшечку. Друзья, мы уже дома. В общем, мы уже купили люстру и ее повесили. Вот такой вот в стиле, не знаю, каком сказать. В общем, ну вот в таком стиле купили. Вот. Включили. Сейчас покушаем. Включили только две. Сейчас я включу еще две лампы. Смотрите, как это будет смотреться. Вот. Ну, в принципе, вот такая вот лампа стоит 2500 лир. Купили мы ее за 2500. Ну, нам она понравилась.
такая тепленькая. А главное, уютненькая. В общем, я еще даже не разделась. Готова на гриле мясо с рисом. Конечно же, у нас дети пообедали. Я им оставляла картошку, макароны. Все это съели. И сейчас я готовлю уже на вечер. Вот. Но мы еще собираемся на прогулочку, потому что сегодня вот многие магазины не работали из-за того, что не было электричества. Точнее, они работали, но нельзя было оплатить. Поэтому мы даже покупки оставили некоторые и сказали, что вернемся, когда дадут свет. Как раз вот недавно дали свет, мы сейчас поужинаем и поедем снова. Короче, сейчас спускалась вниз за велосипедом, но уже ехать собираемся. Ключи опять забыла, сейчас поднимаюсь обратно. И там у нас, где велосипеды стоят, такая картина. Дед Мороз со Снегурочкой переодеваются. Скорее всего, пришли поздравлять детей чьих-то. Если получится, засниму. Забрала ключ. Так что, возможно, конечно, уже они ушли, но все же надежда еще есть заснять Дедушку Мороза со Снегурочкой. Ушли. В лифт зашли. Решили мы прогуляться по вечерней Турции. Давайте вам покажу. Темновато, конечно, но все равно. Интересно же. Вот такие вот машинки вдоль дороги стоят. Крутые. Ауди. Вообще здесь очень красивых машин много. А вот. Сегодня суббота. Магазинчики уже позакрывались. Но мы успели купить то, что хотели. То, что откладывали. Решили прогуляться. Вот. Короче. Хорошо, да? Тепло. Без великов. Ветра нет, дождика нет. Да, везде огоньки. Все магазинчики, по сути, круглый год украшены. Тут даже дело не в том, что Новый год. Здесь всегда так. Что еще рассказать про вечернюю Турцию? Деревья зеленые, но нынче на улице зима. А вон, смотри, вон там вот что-то украшено. А может быть, еще пройдемся по набережной, возможно. Там что-то красивое увидим. Красиво украшено на той стороне. Здесь тоже смотри. Ну, я думаю, это круглый год или нет? Все-таки нет, наверное. Нет, Да? мне кажется, нет. Там, вон, смотри, елочка вообще стоит. А это что, Да, кафешечка? Ну, короче, некоторые магазинчики поставили елочки. Вот. И, кстати, вот в этот магазин я все хотела зайти с тобой. Помнишь, я тебе показывала его даже, когда проходили? МБР Искендер. Не магазин, а кафе. Но сегодня мы уже ходили в кафе, поэтому и дома тем более плотно поели. Никуда заходить не будем. Я до сих пор не хочу есть после того кафе. Ну, даже дома не поужинал. Да, кстати, Руслан не поужинал дома, это только мы все сели, покушали. Он говорит, я не хочу ничего. Искендер кебаб был очень сытный. Вот, кстати, у меня место осталось, можно кофе попить. Можно. Вот в Салы-Пазары еще хочу зайти. Сегодня женщина сказала, что вафельница есть в Салы-Пазары. Подожди, в Салы-Пазары... Оно будет вот здесь. Это которое вот Игрмы и Кехарифля, или как он там называется. Блин, нам далеко. Ну, мы сейчас что делаем? Гуляем же? Ну ладно. Гуляем. Вот, кстати, Салы-Пазары Игрмы и Кехарифля. 22 буквы. 22 буквный. Буквенные. Буквенный. Так, ну что? Они все закрываются уже. Давай просто спросим. Давай спросим. Давай. За это денег не берут? Говорят, возможно, есть. Так что посмотрим. Только в каком месте они... Вафл? Они как-то говорят, вафл Мокинес. Вафлы. Вафлы Мокинес. Это типа здесь где-то? Скорее всего. Как ты так делаешь? Вот, смотри, вафлы Макинеса. Нет, это не вафлы. Короче, а вот здесь нет? Надо спросить. Мы так не найдем сами. Хорошая.
Зашли мы в Adidas. Нет, какой Adidas? Adidas же? А, да, Adidas. 5169. Конечно, хорошая модель. М. Вот, кстати, тоже. Вот, кстати, вот же на сейчас осенне-зимний период. А вот такая сколько стоит? Покажи. Моделька. Это где-то 4000 чем-то стоит она. Деревья написано. А, нет, смотри, 3899. Мне вот такая модель нравится. 3899. Ну, это мужские. Ну, Я такая, короче, уверен, яркая. что есть в женском сегменте. Обратили внимание на дерево, смотрите. Мандаринки. Ну и напротив Мадам Коко. Не можем не зайти туда. Все, ищем вафельницу. Может, она здесь есть. Посуда. Вафельниц нет, сказали. Слушай, нам же бокалы нужны. Но здесь вроде помню, что не было бокалов. А мы Мы их не донесем, скорее всего. А вот бокалы. Типа скидка. Это не то. надо На ножки для вина. для Что? винца. Кстати, для красного вина и для белого вина разные бокалы. Ну да, тебе виднее. Ну да. Вот, кстати, этот МБР Искендер. И как мы сюда не зашли, в этот МБР Искендер? Это же Искендер. Это же твое раз любимое мы блюдо. Вот елочку поставили. Здесь тоже елочка есть красивая. Колбас всяких изделий таких. Мед вроде продают. Такой необычный. посмотрим. Давай. О, смотри. Копченые, что ли? Копчености или что это? Не знаю, что это. Ну это головы барашек. А ничего с ними. Ножки Почему такие барашек. темные? Ну, Но воняет, обожгли. конечно, тут. Воняет, прям воняет. Такой необычный магазинчик. Кстати, вот сыры. Да. Где? Здесь? Лахмаджун. А, Лахмаджун. мы приближаемся к набережной, где нету света почему-то. Будем знать. Чекбанк. Отличный. А вот и наша набережная. Сними вот это. Красиво. Подсвечивает красиво. Да, это же эти эвкалипты, Да. твои любимые. Вода опять набежала. Здесь тоже красиво. Все зелено. Эвкалиптам надо очень много воды. Поэтому они возле воды, да, Да. растут? Эвкалипты даже иногда высаживают, чтобы осушивать болотистые местности. Интересно. Интересненько. Красота. А здесь вот что? Люди аж за стол собрались. Вон. турки. Это такой большой стол. Движуха какая-то. Пати. Пати, Какой-то вечеринка. Вечеринка, вечеринка. Вот такая вот вечерняя Турция, друзья. Зашли мы в кофейню. Я взяла себе горячий шоколад. Там с этим, с маршмеллоу. А Руслан взял себе кофе. Здесь у нас елочка. Как она называется? Беоглу вроде бы. Это стамбульская сеть. Вот, Истанбул написано, видите? I love Beoğlu написано. Решили немножко отдохнуть, посидеть. Вот. Очень уютненькая обстановочка здесь. Думаем, что с детьми тоже завтра, наверное, в такое заведение какое-нибудь сходим перед Новым годом. И, друзья, у нас настал новый день. Делаем пельмени. Вчера дождик очень так сильно полил, мы побежали быстрее домой после кафе.
И сейчас все вместе делаем пельмени, готовимся к Новому году, да? В общем, дети уже умеют лепить пельмени, я уже вам показывала в предыдущих роликах. Наверное, будем заканчивать на этом видеоролик, да? Попрощаемся со всеми, скажем всем пока-пока. Всем пока-пока, ребята и девочки. И с наступающим И с наступающим Новым годом. Новым годом! Ребята, вам спасибо за то, что смотрите этот ролик. И еще лайки и подписку кладите. Хорошо. Пока-пока. Пока, давай что-то сказать. Давай говори. Я бы не хотела, надо. Что надо? Это пельмени делать.